Здравствуйте! Сегодня вас ждет новая подборка паранормальных видео. Давайте начнем. В 4 часа утра водитель грузовика Уильям Чорч проезжает недалеко от города Феникс. И внезапно он замечает то, от чего его кровь стынет в жилах. И то, что он увидел, записал его видеорегистратор. Видеорегистратор снимает момент, как на дороге появляется полупрозрачная фигура, которая стоит на правой полосе. Водитель грузовика в тот момент не смог поверить своим глазам, но его напарница тоже увидела эту странную фигуру прямо на трассе. First, I thought it was a human, and then when you can't really see the face and the top of the body up, I was kind of, I wonder what, and then we were thinking about maybe it's a ghost. Шоссе 87 штата Аризона, по которому они ехали, печально известно многочисленными смертельными авариями, а фигура, которую удалось снять по утверждению водителя и его напарницы, не имела верхней части туловища. Так мог ли это быть призрак или все же нет? Пишите свои предположения в комментариях на этот счет. Следующая серия видео была опубликована пользователем Reddit по имени Люк. Он утверждает, что с самого детства при посещении дома его тети там происходили многочисленные паранормальные случаи. Дом был построен в 1860-х годах. Сама тетя давно привыкла ко всем странностям в доме, по его словам. И вот впервые за 10 прошедших лет с последнего его визита он решает посетить тетю. Первую же ночь Люк просыпается от странных голосов. Он сразу же берет телефон и начинает все записывать. А вот отрывок уже следующей ночи, и активность только возрастает. И то, что происходит пару дней спустя, больше похоже на ночной кошмар. Шепот, похожий на детский, разносится около Люка, так же, как и непонятное шуршание. В доме находится только 2 человека, сам автор и его престарелая тетя. Но самое жуткое, что шепот можно разобрать. Шепот говорит «Who's that guy?», в переводе означая «Кто этот парень?». Комментаторы разобрали следующую фразу «He was killed over there». В переводе «Он был убит вон там». Мужчина говорит, что сразу после этого он вышел из дома и остаток ночи провел в своей машине. Эти события ужасно его напугали, и спустя пару дней он уехал оттуда, говоря, что больше никогда туда не вернется. Эта семья на протяжении долгих лет сталкивается с необъяснимым в своем доме. С 1997 года произошло довольно много событий, но больше всего они слышат странные звуки и видят, как предметы движутся сами по себе. Сама семья признается, что жить в таком доме довольно жутко, но они стараются не обращать на это внимания. Однажды, весело проводя время, отец семейства решает на память заснять небольшое видео, но кое-что идет совсем не так.
You go. All right. I'm done. We'll go together. Yeah, get together. Yeah. It always happens on Julian. I Yeah. just don't even That's it. Why she's up the stairs. Oh my. No. I don't know. There's nothing there. No, I can't. There's nothing there. Oh god. Происходят и правда довольно непонятные и жуткие вещи. Сначала сверху раздаются шаги, которые слышно по всему дому, хоть в доме никого больше и нет. Все решают подойти к лестнице и подняться наверх, чтобы понять, в чем дело. Но в скором времени сверху будто кто-то бежит вниз прямо на ребят, отчетливо слышатся шаги, которые постепенно усиливаются. Но никого не видно. В конце запись обрывается. Если это видео настоящее, то этот случай надолго запомнится членам семьи как один из самых страшных за все время. Мужчина по имени Райан около 2 часов ночи едет домой. Он подъезжает к железной дороге и останавливается, пока едет состав. Но он замечает кое-что странное почти сразу, а именно человека, который стоит на трассе. Мужчина достает телефон и начинает запись. What the f*** is that? Why does it look like a f***ing somebody's standing next to the goddamn car? Am I tripping or like what the f*** is that? The thing is totally Okay, what the f***? Темная фигура, которую автор принял за человека, стояла все это время в нескольких метрах от машины Райана. Но в какой-то момент этот силуэт начал уходить и вместе с этим растворяться в воздухе. Мужчина не верит своим глазам. Когда он проехал железную дорогу, он не увидел ни одного пешехода поблизости. Райан много раз просматривал свою запись и изучал по картам местность поблизости. Но, по его словам, он так и не понял, что все-таки снял. Недавно я уже показывала видео этого автора на своем канале. Мужчина находится в процессе продажи своего дома после жутких событий, которые тут произошли. Но покупателей пока не нашлось, и автор все еще живет там. И вот что произошло однажды поздней ночью после тех событий.
Как только парень открыл комнату, снизу начал раздаваться шум. Он нервно посмотрел вниз и вскоре услышал шаги, направляющиеся к нему. Долго всматриваясь в темноту, он так никого и не увидел. Но мужчина резко повернулся, заметив, что дверь медленно открывается. И когда он посмотрел внутрь комнаты, то был просто в шоке. Кукла-клоун смотрела прямо на него, хотя до этого сидела в другом положении. После этих событий парень прервал запись и до утра заперся в своей комнате. На следующий день, опасаясь, что теперь все становится только хуже, мужчина решает переместить куклу-клоуна в подвал. I'm gonna be putting him in the basement, so I'm gonna follow up. This is the results so far. I'm gonna leave him here for now. Мужчина оставляет куклу в подвале и направляет на нее камеру, чтобы быть в курсе, если что-то произойдет. И спустя несколько ночей камера сняла это. Сначала рука игрушки резко выпрямляется сама по себе, а спустя несколько секунд перегорает лампочка, и в помещении становится полностью темно. После этого слышно чей-то шепот, который сложно разобрать. В настоящее время парень продолжает записывать видео о странных явлениях, надеясь, что вскоре ему удастся переехать. Бывали ли вы когда-нибудь в настоящем замке? Сабрина и ее муж Карл находятся на экскурсии в замке, расположенном в Бирмингеме в Англии. По слухам, там не раз замечали полупрозрачные фигуры. История этого места гласит, что одна из комнат когда-то принадлежала девушке по имени Мэри Холт, которая тяжело скончалась в своей комнате. В какой-то момент, когда пара поднимается наверх, как раз в комнате Мэри, Карл решает позвать дух этой девушки. И вот что из этого вышло. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Mary? Did you see it? Mary? Когда муж с женой пытаются говорить с духом, в комнате появляется тень, которая быстро проходит через помещение. Это происходит 2 раза и довольно быстро. Многие задаются вопросом, почему пара не вошла в ту комнату. По их словам, не во все места в замке разрешено входить, и та комната не исключение. А нарушителей обычно штрафуют, причем серьезно. Поэтому, что было в комнате в тот момент, как всегда, решать только вам. На сегодня вот и все. Как всегда, я никого не убеждаю верить, и каждый все решает для себя сам. До следующего видео. Thank you.